Начнем с того, как определить ваш... Каждый криптоновичок сталкивается с одним и теми же вопросами. Если вы еще не пробовали самостоятельно покупать активы, это видео поможет разобраться, с чего начать и на что обратить внимание. Это Крипто.ру, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте. И перед тем, как мы начнем, лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Выбери, кто станет лучшим в этом году. 21 криптономинация. Лучшие биржи для трейдинга, кошельки, влиятельные СМИ, эксперты, блогеры. Какие сервисы выбирает аудитория Крипто.ру? У кого учится и кому доверяет? Итоги 25 января. Рассмотрим ключевые шаги и типичные ошибки новичков. Для начала вспомним, что есть активные и пассивные виды заработка. Все мы знаем о трейдинге. Это активный способ получить доход. К пассивному относятся три варианта: инвестиции на средний и долгий срок, программы доходности, раздача токена в виде аирдропа. А теперь о каждом из них поподробнее. Инвестиции на средний и долгий срок. Можно купить актив и дождаться, когда его цена вырастет. Если продать дороже, инвестор получит прибыль. Вкладывать деньги или активы можно на средний и долгий срок. По факту ожидание может занять неделю, месяцы и даже годы. Нет точного срока, в течение которого нужно держать актив, чтобы однозначно заработать. Нужен навык определения потенциала роста, об этом в конце. Также никакой серьезный криптопроект не дает финансовой гарантии, что доход будет получен. Поэтому если вас уверяют в 100% прибыли, работе сигналов или в увеличении депозитов 5 или 10 раз, с большой вероятностью вас пытаются обмануть мошенники. Такое часто можно встретить в описании к малоизвестного мем-токена или в мессенджере, получив личное сообщение от незнакомца. Если вы уже приобрели актив, то депозит можно оставить на кошельке и ждать нежеланного роста цены. В качестве альтернативы биржи предлагают получить в это время небольшой процент. Принцип тот, что и в банковском вкладе. Как правило, на биржах есть специальные разделы под названием Yearn. В них можно разместить активы под 2-3% годовых. Аирдропы. Времена бесплатной раздачи токенов прошли. Сейчас аирдропы работают по другому принципу. Новые проекты ждут помощи от участников. Например, проверить, как работают транзакции при большом количестве операций. В таком случае участники должны использовать для переводов новую сеть. Этот вариант подходит для уже опытных пользователей, которые выполняют частые транзакции. Еще один вариант помощи проекту – торговать на определенных площадках. В награду авторы проекта после завершения кампании рассылают участникам токены. Пользователи получают активы от проекта бесплатно, но любая транзакция требует как депозита, так и оплату комиссии в сети. Поэтому бесплатными такие раздачи не назовешь. Об аирдропах проекты сообщают в своих блогах. Еще есть агрегаторы, которые собирают эту информацию. Редакция Крипто.ру также публикует такие списки. Ссылку на страницу мы оставили в описании. Не забудьте посмотреть видео, какие налоги платить владельцам криптовалют в России. Полезно знать. С пассивными видами заработка разобрались. Теперь можно понять, как получить то, что принесет доход. Перед инвестицией задайте себе три вопроса: что, где и как покупать. Начнем с того, как определить, во что инвестировать. В мире финансов это называют фундаментальным анализом. Оценить перспективы криптостартапа легко. Важно соблюдать осторожность. Основные принципы фундаментального анализа. Понимать идею и принцип работы криптовалюты. Например, если протокол создан для сети Ethereum, то цена криптовалюты будет повторять тренд курса эфира. Нужно узнать, есть ли у проекта технологическое решение и насколько оно применимо. Согласитесь, если команда делает никому не нужную вещь, то курс его криптовалюты вряд ли вырастет. Искать подводные камни и несостыковки. Иногда бывает, что за непонятными словами скрывается пустышка. Не верьте всему написанному. Перепроверяйте информацию и мыслите критически. Важно оценить обеспечение проекта. Это означает, что нужно выяснить, откуда стартап берет деньги, чтобы работать. Инвестиции дали крупные компании или фонды. Проанализируйте, хватит ли команде средств для реализации задумки. На первых порах это сложно сделать самостоятельно. Можно воспользоваться помощью, например, изучить официальные страницы и документы проекта, читать и смотреть авторитетные обзоры, искать заключения аналитических агентств, общаться с опытными единомышленниками. На нашем сайте можно найти сотни обзоров на известные и новые проекты. В них мы
мы честно рассказываем о подозрительных моментах. Также переводим непонятное описание технологии проектов простыми словами. Теперь разберемся, где покупать. Нюансов много, попробуем их обобщить. Криптовалюты продают и покупают на бирже. Как купить свою первую криптовалюту? Запомните простые 4 шага. Первый. Зарегистрировать аккаунт на крупной бирже и пройти онлайн-проверку документов. Крупные и популярные биржи нужно выбирать, потому что на них много способов пассивного и активного заработка. И доступно много криптовалют. Второй шаг – внести деньги на счет. Если у вас только рублей, проще всего пополнять баланс через P2P рынок. Там можно отдать рубли и купить базовые криптовалюты. Например, стейблкоин, USDT или биткоин. Они окажутся на спотовом основном кошельке. Теперь можно выполнять операции на бирже. Третий шаг. Чтобы купить крипту, которой нет в списке, нужно перейти в один из двух разделов – конвертация или спотовая торговля. Если у вас нет опыта создания ордеров в торговом интерфейсе, выбирайте конвертацию. Шаг 4. В форме заказа указать актив, который хотите купить, затем ввести количество и нажать кнопку «Конвертировать». Поздравляем, вы купили свою первую криптовалюту. В конце ролика снова вернемся к трейдингу. Когда вы научились оценивать проекты и покупать криптовалюты, можно начать анализировать цены и графики. Это называется техническим анализом. Трейдеры используют его для выбора на графике правильной точки покупки. Он же помогает составить прогноз, где цена будет впоследствии. Начинающим трейдерам лучше торговать на спотовом рынке. Операции с маржой и кредитным плечом – профессиональные виды трейдинга. Лучше набраться опыта и изучить, какие риски сопровождают профессиональную торговлю. На этом все. Остались вопросы? Пишите их в комментариях. Также посмотрите наш видеообзор торговой платформы OKX. Возможно, именно она станет той площадкой, с которой вы начнете свой путь. Пока-пока.